каска, ребята, подшипник сохранился. Охренеть, он на глубине длинный, интересно. А его могли просто заныкать. Так, ребят, у нас тут небольшой блиндажик, палатка-тире. Будем сейчас его поднимать. По краям какие-то находки тут. О, это жировница. Точнее, от нее крышка разбита. Ну вот бортики. Ребята, прямо на выкопанных позициях. Смотрите, какие вещи торчат. Пистолет, пулеметы торчат. Прямо на поверхности. Блин. К сожалению, Кусок. только ствол. Кусок рамы. К сожалению, не вся импаха. Надо искать вокруг. Можно к стене прикрутить. Ребята, немецкая каска. 100% в идеальном состоянии. Блиндажи они всегда крутые. Ну, давай, потроши. Те. Всевозможные по шлем есть. Ну ладно. Точно есть. Вот порвал уже. Почему? Настолько... Справа закреплен. У нас еще справа закреплен. Сейчас не будет еще закреплен. Сейчас. Боюсь, что там печально будет пошли. А может ее тряхнуть Да, просто? тряхни. Аккуратненько так. Вот, как раз. Народ, да что еще? Да и ты... Жестокий Ларик. Там почти кожа-то оставшая, смотри. Да там с ней по-любому Полюбас и все, да? в песке Песок хорошая вещь. для монет. Вот. Сейчас я тебе что-нибудь сделаю. Ну да, есть. Ну, сама лямка живая. Нет, не живая. Ну что, Юра, Нет, и все. Только каска, ребята, подшипник сохранился. Он даже коричневый. Где там было клеймо? Циферка какая-то была. На каске, конечно, капец насал. Песок. Где-то был номер. Где уже песочком стерся. Пока мыли. Где-то он был. Ребята, смотрите, это штык-нож. Еще в кожаном подвесе. Был когда-то в ножнах. Как ты это определил? Ну, подвес-то, крепится-то. Это же ножны. Точно. Причем он чешский. Смотрите, там Кольцо. кольцо, Достану? колечко. Доставай. Аккуратненько. Да и аккуратно, но она тугая. Надо туда-сюда расшевелить. И потом сбоку открывать. Сбоку это... Нет, не здесь. Оп-оп-оп. Ну, сбоку. Нормально. Открылась. Кожаная подкладочка. Из ножен хочешь достать? Оп. Место, где ножны, смотри. О, какой штык. Я его достал из ножен. Давай промоем. Давай.
Бери щуп, пойдем. Щуп. Ага. Вот такой кожаный подвес сохранился. Воткнули здесь. Вниз. Ага. Это немецкая трубка. Представляете, деревянная, сохранилась в блиндаже. Стандартная блиндажная находка, но целиком не часто встречается. Обычно либо мундштук, либо сама трубка встречается. Насечка такая, как будто вручную выполнена. Вот такой свеженький тюбик вылез. Зубная паста ДБ, короче, что-то там. Доктор Бернам. Санпаста. Товарищ Газаев нашел у нас манерку. Очередную. Девайс. Опять пить будет с ней. Нет. Все, она удобная. Манерка. Пить, пацан. Вода Знаешь, горячая. Горячие губы обжигает. Но они только, наверное, шнапс с нее пили. Больше ничего, наверное. Я так понимаю. И как они еще говорили? Бабка, млеко, яйка. Млеко пили, что еще там. О. Что тут? Патрон или что-то? Нет, что-то такое. А, это кусок от детонатора. Который с колечком. По-моему, он. Да он. Только уже сработавший. Честно, что он тут делал? 42-й год. 42 бро. Нашли интересный тюбик. Походу он не от зубной пасты, что редко встречается. Ларик думает, что это от краски. Сразу ляпнул, потому что увидел слово Фабрика Арт. Он крупноват для краски, если подумать. Масляные краски так не. Натурайн написано. Натуральный. Здесь какая-то картинка, которую не угадать. Да, я тоже думал. Что, сардина? Тюбик сардин. Дайте мне два тюбика сардин. Вот это Вообще похоже на рыбу в бочке. Да. И там Возможно, бочка. это Жир? Может этот? Рыбий жир? Был. Интересно. Кстати, да, может от отморожения их раскрем. Он же тоже на основе там каких-то жиров. Не знаю. Ну там тоже красная, тоже в бочке рыба. Да? Да. Видел. Тогда, наверное, какая-то стерлядь сквозь бочку проплывает. А, вот сарделтон паста. Ну вот, рыбе. Сардиновая паста. То есть это съестная. Да. Редкая штука.
Очередная крышечка от немецкого котла. Я заметил, что крышек в десятки раз больше, чем котлов находится. Плохо, что крышка это. Стальная. Здесь часто они поздние уже встречаются. Согнутый весь. Водой, наверное, замерзала, Да. Скорее либо всего. взрывами. А может делать так, чтобы удобнее пить было. Либо товарищи загнули, чтобы... Да, чтобы не меньше ел. Чтобы личико не наедал. Катя нарыла замечательный бутылек какой-то. Это чернильница какая-то. Хотя вряд ли. Это длинный. Красота. Страшная сила. Открывашка для банок. Наверное, еще рабочий. Сомневаюсь. Когда-то нашли огромный ящик. Явно с немецкими наградами. С чем еще? Вот там, где я раскопал Да, изначально. это ящик просто от 80-х просто его сжало взрывом. Ну, неплохо, да. О, есть Юр. Ну давай. Да. Жизнь его коробила немного. Да, Ящик ящик даже для половинка. 80-миллиметровых минометных выстрелов немецких. То есть бумажка. Получается, этот цинк совсем сгнил, что ли? Да. Перешел во что-то. Я подумал, что я сейчас быстро добью. Смотрите, ребята, сколько в траншее всего. Куча колючей проволоки, минометных снарядов. Очень редкие находки. Удачи для каждого поисковика. Гильзы, переноски. Складная фляга для ношения за пазухой. Немецкая, что-то с ней страшное стало. Ой, танк наехал, да? Нет, это ее смяло грунтом. Она вот была вот как бы вот так вот в ящике. Ничего себе. Одна из рамок ящика ее только придавила, видимо. Видимо, потом тут что-то проехало. Наверное, да. Может, заравнивали как раз у Может. полей. Здесь тоже, может, заравнивали. Заодно все. Окисел прямо на циферках пришелся. Не прочитаю. Газаеву передай, потому что что-то написано, чтобы он щеточками почистил. Смотри там у него. Песочки. Крышка от немецкого котелка. Подписная.
Что у тебя, товарищ? Что-то блестит. Золото. Тоже котел, что ли? Да. Сколько здесь котелков-то? Ну, я думаю, что это от него. Вот это крышки? Да. Сам котелок. Тур смятый. Реально что-то проехало, видимо, тракторы заравнивали тут площади. Надо выправить. И то и может быть вилка, ложка. Страшно, что с ней произошло бы. Кстати, ребята, в котелке была граната раздавлена, из нее отвратился пец. Наверное, М24 там был. Скорее всего. Ну, давай, кстати, можно посмотреть, вдруг там она в краске будет. Да не, вот она. Ну да. Вдалеке там. Подсумки от немецкие, от Маузера. Пустые. Что там Газаев? Бутылки кладет в воду. И для мортирки снаряда. Там же Маузер, смотрю. Что с ним стало? Здесь все давили, походу, реально. Что стало с этим Маузером? Ну вот он, реалии верхового поиска. А? Да. Почему вы копаете в болотах? Уже нагибает вот холм. Нашли огромную опасную находку, реактивный снаряд. Немецкий. Еще. Небель Вейфер. Не опасная находка. Все-таки не целый. А почему не опасная? А, нет боевой части. А, и двигателя нет. Это просто нос прилетевший, да? Нет. Подожди, стой. Здесь должен быть двигатель реактивный, а его нету. С этими с дырками, да? Да. С соплами. Вот, блин. Ну, ты же взорвался, получается. Ну, в костер, видимо, положили, он хлопнул, разлетелся. Что вот. Двигатель оторвало, видимо, загорелся. Горел неправильно, потому что они же... Вон видно, трещина. трещины, да. Что же это за находка? Ты понял, что это? Нет. Да ладно. Смотри, оно клепанное. Лопата? Это фискарь. Шок-контент. Чего себе он зарос? Мхами. Он старого Видишь? образца. А ты говоришь, вот тебе, как будто с войны ты вышел, говоришь. Вот я тебе о чем говорю, я согласен порой. Охренеть, он на глубине длинный, интересно. А его могли просто заныкать. Нет, короткий. Да вряд ли заныкать. Я тебе говорю. Скрыли мох, подрезали сбоку, вставили мох, зарос. Чтоб потом не найти. Ну, видишь, не вернулся кто-то за ним. Везет тебе на Фискарса. То в реке. Я же говорю, я такую находку уже находил. Какой-то он сильно короткий. Ну ты не, короткий обычный. Удачи для каждого поисковика. А, это короткий с длинным этим был. Не, просто ранний. Это просто очень ранний. Раннего образца Он уже, эрзац. видишь, проржавел капитально. Ух. Да не, нормально. Не, работать будет. Смотри-ка. Давно я не выкапывал того, что это самое. Чем можно копать полноценно.